Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных с сайта на платформе CS-Card в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать заказы с сайта на платформе CS-Card в другие системы. Например, в Google таблицах вести учет всех обращений клиентов с сайта на платформе CS-Card. Удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных CS-Card. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт CS-Card к системе Apex Drive. Необходимо указать доменное имя вашего CS-Card, логин личного кабинета, а также API-ключ. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Перейдите в панель администратора и в разделе API доступ сгенерируйте новый API-ключ, скопируйте его и сохраните изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Для данной системы настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Добавить строчку». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать файл и лист Google таблицы, на который вы будете передавать данные. После выбора у вас отобразятся колонки Google таблицы. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в колонку и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные, которые будут передаваться в Google таблицы. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных в Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление.
Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!